сезон ОРВИ, ларингитов, трахеитов и прочих радостей часто мы можем обнаружить у себя ощущение, будто бы в горле и даже на голосовых складках налипла противная вязкая мокрота. И что мы делаем в этом случае? Мы стараемся либо ее отхаркнуть как-то, да, либо у нас начинается рефлекторный кашель. Так вот, именно такое активное отхаркивание и интенсивный продолжительный кашель часто приводят к покраснению голосовых складок и даже к кровоизлиянию. Плюс слизистая и так может быть раздражена и пересушена, если вы применяете, например, антигистаминные препараты или сосудосуживающие препараты. Так плюс к этому мы еще производим удар голосовыми складками. Поэтому сегодня мы с вами будем учиться правильно кашлять и кхе-кхекать. Как правильно делать кхе-кхе? Очень нежно, очень экологично, интеллигентно, если хотите. Вот так. Если она не хочет уходить, эта мокрота противная, мы можем сделать несколько раз полузевок. Наша задача здесь, чтобы мокрота отлипла от слизистой, и мы могли ее продвинуть по направлению к пищеводу, чтобы она не потекла в дыхательные пути. И потом тихонечко. Видите, нет никакого удара голосовыми складками. А если вы чувствуете, что вот-вот у вас начнется рефлекторный кашель, постарайтесь в этот процесс не включать голосовые складки. То есть не вот так, а вот так. Как раз у меня остаточный кашель пригодился. В этом случае ваши голосовые складки в безопасности, и они не травмируются, не ударяются друг от друга. Поэтому будьте здоровы и идите к врачу, если заболели.